Задумка этого эксперимента пришла к нам в голову примерно 3 года назад. Тогда мы с Вильямом Бруно проводили эксперимент «Неделя фастфуда». И за неделю питания фастфудом Вильям Бруно смог поправиться на целых 800 грамм, а его процент жира вырос на целый процент. А видеоролик набрал 733 тысячи лайков. И знаете что? Я предлагаю повторить этот успех. А касаемо фастфуда, объективно, за неделю тяжело понять, насколько фастфуд в принципе вреден для человека, как он влияет на человека. Поэтому сегодня я предлагаю узнать, как же фастфуд влияет на человека, проведя эксперимент. Месяц фастфуда! А теперь я предлагаю познакомить вас с главным героем сегодняшнего эксперимента. Ты чё, Руслан? Какой есть? Ты чё, какой? Тебе еще надо взвеситься, тебе нужно замеры сделать, кровь сдать. Еще что-нибудь придумать, что надо сделать. Пойдем. Придумал мне тоже. Мы решили начать с самого важного – взвесить Руслана. И его вес в начале эксперимента – это 51 килограмм 400 грамм. Из них 900 кг – это жир. Если честно, это очень мало. Ну а на этом чеке вы можете посмотреть и другую информацию касаемо взвешивания Руслана. Через сколько вы вас ожидать? Через месяц. Через месяц. Раз мне сказали, что мне не хватает ни жира, ни мышечной массы, то что, пойдемте набирать. Также мы сдали кровь Руслана и замерили его объем в сантиметрах. Ну а здесь мы нарисовали Руслана. Больше всего мне нравится вот этот вот доширак на голове. Этот рисунок был обведен просто вокруг Руслана. Он необходим для того, чтобы каждый день мы могли фотографировать Руслана на эту камеру. Таким образом, Руслан всегда будет находиться в этом положении, когда мы будем его фотографировать. И если смотреть на фотографии в таймлапсе, то вы сможете визуально смотреть на то, как Руслан расширяется или там, толстеет при помощи этого классного таймлапса. Поэтому ждите его обязательно. Так, Руслан, ну а теперь давай улыбочку! Ну а прямо сейчас мы решили дать возможность Руслану поесть нормальную, здоровую еду в последний раз. Он сможет купить себе все, что захочет. Кашу. Хочу есть здоровую еду, я хочу. Я очень хочу начать этот эксперимент и начну с бургеров с курицей, потому что они мне очень нравятся. Я тоже хочу поучаствовать в этом эксперименте. Есть фастфуд месяц, мне кажется, это так здорово. Но я всегда переживаю только за то, что я поправлюсь. Честно сказать, у меня уже был подобный опыт, когда я начал есть много фастфуда и питался им несколько лет. И таким образом я с 60 килограмм дошел до 80. И выглядел я вот так. Но потом я взялся за ум, начал есть нормальную еду и ходить в спортзал. И таким образом 20 килограмм я скинул обратно. А я за это не переживаю, я наоборот хочу поправиться. Нормально. Первый прием пищи Руслана обошелся нам в 496 рублей. Обычно человек ест 3 раза в день, 30 дней в месяце. Это очень много. 1045-50, по идее, получается. Но это минимум. Но с другой стороны, наверняка Руслан будет все время питаться не только в KFC, а будет питаться еще где-нибудь, где явно дороже. Мне уже начинает не нравиться этот эксперимент. А мне очень нравится этот эксперимент, я буду месяц есть бесплатно. Ладно, это твоя карта, Руслан. Ты ей будешь оплачивать следующие 30 дней свои покупки. И также у меня для тебя есть еще одна штука, это... У меня для тебя есть вот эта камера, при помощи которой ты будешь, собственно, снимать себя в ближайшие 30 дней, 31. Каждый раз, когда ты будешь принимать пищу. При помощи этой камеры вы будете наблюдать за тем, как ест Руслан. И также при помощи нее вы будете понимать, какой сейчас день, какой сейчас по счету прием пищи, и также будет отображаться, сколько на данный момент съедено калорий за этот день. Ну а прямо сейчас я покидаю тебя. Увидимся, надеюсь. Ты же мне должен потом карту отдать еще. Приятного тебе аппетита, Руслан.
знаете что? Мне очень нравится этот эксперимент, потому что я не боюсь поправиться, потому что я дрищ. При росте 173 сантиметра я вешу 50 килограмм, и это очень мало. А этот эксперимент — отличный шанс, чтобы я набрал вес. И, кстати, я сейчас проголодался и могу зайти куда-нибудь поесть. В Бургер Кинге было как-то очень много людей, а я немного стесняюсь, поэтому решил взять еду с собой. Я уже начинаю ненавидеть бургеры, потому что... Нет, они как бы вкусные, просто только второй прием пищи, а я уже испачкал белую футболку в кетчупе. Сегодня я как бы уже наелся, но сейчас я, наверное, по дороге домой зайду в KFC и возьму что-нибудь вкусное, если найду. Потому что я все-таки хочу поправиться. Мне кажется, я нашел, что взять. Аппетит снова проснулся. Остальное я решил доесть по пути. Пока. Итого за первый день Руслан съел аж 2406 калорий. Это аж на 606 калорий больше, чем норма. Безумно интересно узнать, как сильно будет передать Руслан за весь этот эксперимент. Сейчас утро второго дня, и я давно хотел приготовить кое-что необычное из пиццы, и сейчас я вам покажу. Очень необычное. Я решил сделать тройной питцбургер. Это, наверное, самое необычное, что я ел за всю свою жизнь. Самую вкусную часть пиццы я уже съел, и я не особо люблю это есть, поэтому оставлю место для чего-нибудь более вкусного. Далее несколько дней не происходило интересного вообще ничего. Руслан ел и еще много ел. При этом постоянно превышая дневную норму калорий каждый день. Изменилось ли что-то визуальное? Ну, нет. Но уже идет 5-й день, и мне безумно интересно, сколько за это время денег умудрился потратить Руслан на фастфуд. Мы с ним договорились, что он будет складывать все чеки, которые он наел, вот сюда, вот в это место. И мне стало сейчас безумно интересно посчитать, чтобы я мог предположить уже, сколько будет потрачено за месяц. 469 рублей, 937 рублей, 1300, 2000, 200, 4... В общей сложности Руслан потратил примерно 5900 рублей. И это только начало 5-го дня. 5900 рублей. 5900 рублей, считай, за 4 дня даже. Я думаю, самое время вам напомнить про то, что я завел Boosty. Вы можете там на меня подписаться, тем самым поддержать наш канал, и также там выходит дополнительный контент. И огромное спасибо тем, кто уже подписался на Boosty. А вот, собственно, весь список всех тех, кто подписался. Еще раз говорю, ребят, спасибо вам огромное за поддержку канала. Уже 5-й день, и в основном я ел одни бургеры с курицей, потому что они мне очень нравятся. И они мне очень сильно надоели, потому что я их ел 5 дней, и сейчас иду есть что-то новенькое, бургеры с говядиной. И думаю, сделаю я это в Бургер Кинге. Говядина! Просто посмотрите на этот огромный бургер. В нем, наверное, дофига калорий, а калории мне нужны, поэтому покупаем. Я хочу побыстрее это съесть. На удивление, хоть я и не особо люблю говядину, но бургер с говядиной оказался очень вкусный. Но это все равно не было так вкусно, как это. Да, около моего дома есть большой огород, и здесь растет много чего очень вкусного. Но мне этого нельзя есть, и от этого обидно, потому что я здесь хожу каждый день. Но так хочется. Но мне придется есть пончики. У этого эксперимента есть минусы, такие как то, что я не могу есть полезную еду и фрукты, овощи, но
у него есть и плюсы, то, что я могу пойти и попробовать сейчас любой фастфуд, который раньше никогда не пробовал. Например, мне ребята недавно посоветовали место, где продают черный бургер. Никогда такого не пробовал. Я очень удивлен, что этот бургер очень большой, и здесь есть даже чипсы. Я очень сомневаюсь в том, что у меня хоть как-то получится его откусить. Это очень вкусно, и этот эксперимент мне очень нравится. Я объелся, но это было очень вкусно. Вот только руки я все испачкал. Я сам-то чистый, нет? Да, нет. Ты грязный, зато сытый. Я пошел за салфетками. Но иногда этот эксперимент заводит меня в тупик, потому что мы сейчас на съемках, и из фастфуда есть только вот какая-то забегаловка, и домашние беляши придется есть это. Мне повезло, и кроме пирожков здесь есть пицца, а пицца точно фастфуд. Фастфуд, который мне удавалось перехватить во время съемок, уже не был такой вкусный, как весь предыдущий. Из KFC или БК. Это были непонятные булочки, невкусные пиццы, как это. И, если честно, мне уже хотелось съесть яблоко или огурец. В ходе эксперимента мы пытаемся выяснить, то, какое влияние на Руслана окажет фастфуд. Но есть то, что уже точно выяснили ученые. iDrink помогает подготовиться к умственным и физическим нагрузкам. В нем нет кофеина и, соответственно, нет его негативных последствий. Его уникальная формула – это L-аргинин, который помогает доставлять питательные вещества к мозгу и мышцам. А также альфа-липоевая кислота, которая помогает лучше усваивать доставленные вещества. И еще она помогает выводить токсины из организма, потому что она обладает мощными антиоксидантными свойствами. Это единственный в мире напиток с таким составом. Аналогов ему нет. Его формула запатентована в 43 странах. И также, ребят, мой личный совет: употребляйте iDrink перед тяжелой работой, а не тогда, когда уже устали и у вас нет сил. Так действительно эффективнее. Больше про iDrink вы сможете узнать по ссылочке в описании. Всем здорово! Это Мамикс из будущего. Я смотрю этот видеоролик сейчас на монтаже, и в ходе всего видеоролика очень часто есть один прикол. Я решил несколько фрагментов из разных дней объединить в один день, и сейчас вы поймете почему. Но с того, что вы сейчас увидите, я почему-то очень сильно смеялся. Итак, сейчас приблизим чуть-чуть. Это первый прием пищи, это действительно первый прием пищи Руслана. Все нормально. И сегодня у меня, как у всех ненормальных людей, на завтрак бургеры и газировка. Теперь представляю вашему вниманию второй прием пищи. Настал второй завтрак, и на улице очень плохая... Второй завтрак? Второй. А потом третий завтрак. Угадайте, что было дальше. Что я пришел из магазина, уже поздно, и получается, что это третий завтрак за сегодняшний день. Короче, у Руслана есть такой прикол. Он постоянно путает приемы пищи. Завтраком он ужинает иногда, ужином он завтракает, и в обед он вообще, вот у него точно, ну не обед. Я думаю, в течение ролика вы обязательно еще пару раз заметите что-нибудь подобное. Как бы все это масштабно не выглядело, но я должен с этим справиться. Интересно, кто-нибудь ел когда-нибудь пончики вот так? Думаю, я первый. Думаю, в конце ролика я растолстею и стану весить примерно как Артем. Идет уже 9-й день эксперимента, и обычно я любил прогуляться или сходить куда-то. Мне было без разницы, куда идти, я любил ходить. Но с каждым днем я начинаю замечать, что я становлюсь все ленивее и ленивее, и не хожу за едой в рестораны, а все чаще и чаще заказываю доставку. Вам тоже приятного аппетита, если вы сейчас едите. Я опять испачкался.
Я вот наблюдаю за Русланом, что ему надо есть больше. Уж кто-кто, а я понимаю, как человеку растолстеть и сколько человек сможет съесть фастфуда. Поэтому сейчас он доест вопер, и мы отправимся и купим что-нибудь еще. Сейчас мы идем в Бургер Кинг, потому что Артем рассказал мне, что можно съесть что-то очень калорийное и разжиреть. Руслан и так превышал дневную норму калорий, а с этого дня он начал есть еще больше. Честно, ребят, во время того, как Руслан там кушал, все вот это вот я не присутствовал. Руслан там сам как-то все записывал, ел, снимал. И вот сейчас, смотря на все это на монтаже, я понимаю, что Руслан начинает прям очень много есть. До эксперимента он вообще очень мало ел. Что будет твориться дальше, вы сейчас удивитесь. Я лично очень сильно удивился. Этот бургер очень калорийный. Я никогда не съедал столько калорий. Здесь, по-моему, 1000 калорий в одном лишь бургере. С каждым кусочком все хуже и хуже. Это мой третий ужин. Что? Третий ужин. Днем. Там видно, что там день на улице, день. Ладно, это Руслан. И в сумме получиться должно где-то 3000 калорий. А если я все это съем, то это будет мой рекорд, наверное. На самом деле удивительно, что воппер вмещается очень легко, хотя он и третий за день. Возможно, у меня желудок просто растягивается. У меня здесь просто огромный бургер. Раньше я съедал столько за день, но сейчас это только мой завтрак. Больше калорий. Правда, если это у меня получится съесть за один раз, то, видимо, желудок все-таки увеличивается. Я дико извиняюсь, я еще пару раз влезу вот так. В итоге Руслан все-таки доел эту пиццу не за один раз, он съел это за второй раз, минут через 30 там примерно. И потом, знаете, что произошло? Потом произошли последствия того, что Руслан переедает. Потому что потом, в ходе общего мозгового штурма, когда мы с ребятами сидели, обсуждали новую идею, произошло вот это. Вот, Руслан. Ты в курсе, что ты уснул? Мешок для сбора фастфуда просто лежит такой. Ребята тут едят арбуз. А вот это мой завтрак. Выглядит не так аппетитно. Ты можешь есть вопперы каждый день, я не понимаю, на что ты можешь жаловаться. Наверное, когда все это закончится, я куплю себе все фрукты, что есть на рынке. Сегодня весь день я очень хотел есть, но не хотел есть фастфуд, и поэтому ел очень мало. Но сейчас мне придется поесть, потому что, не есть-то это вредно тоже. Вот. Сейчас смотрю на него, и он не вызывает никакого аппетита. Вот сейчас бы арбуз, я бы его целый съел. Недавно я зашел в приложение, которое отслеживает мою активность, и мне показало, что за последние 2 недели моя активность изменилась. А именно, я стал ходить гораздо реже, чем раньше. Доброе утро. Мне уже начинает казаться, что просидеть в липкой комнате или в комнате с кучей мух гораздо проще, чем месяц есть фастфуд. Руслан, ты серьезно? Ты там просто не был. Я считаю, за такие слова Руслан теперь должен каждый жесткий челлендж проверять на себе, без исключения, чтобы знал, каково это. Пошел ты, Руслан! Я не согласен с тобой, Руслан. Я 2 года до этого фастфудом питался, и я кайфовал. Ты всего лишь месяц. Так что, Руслан, иди знаешь куда? Ешь фастфуд. Что произойдет, если я буду питаться только в Макдональдс в течение 30 дней? Тяжесть и, думаю, макболь в желудке. Короче, мы сидели с ребятами и нашли такой фильм, как «Двойная порция». Это типа документальный фильм про то, как один человек питался фастфудом 1 месяц. И когда мы увидели результаты того, что там произошло... Вы набрали 10% веса, это почти 8 килограммов за 12 дней. Как такое возможно? Мне кажется, это за 12 дней набрать почти 8 килограмм.
Сейчас у нас идет 14-й день, завтра 15-й. Я предлагаю завтра сходить, взвесить Руслана. Это не будет так категорично, типа, разница в 2 дня всего лишь. И мы можем понять, насколько это вообще, типа, возможно. Мы смотрели на Руслана, ну, как бы он, я думаю, он не поправился на 8 килограмм. Посмотрим завтра утром. В прошлый раз Руслан весил 51 килограмм 400 грамм. Его жировой процент был 3,7. Мне кажется, ничего не изменилось по жиру, но Артем говорил, что 3,7 это очень мало, и это даже может быть опасно. Я поэтому и начал набирать, но мне кажется, что у меня ничего не изменилось. Ешь, чтобы выжить. Напоминаю, ребят, с начала эксперимента прошло 2 недели, и это первое взвешивание после начала эксперимента. Когда Руслан встал на весы, мы все-таки немножечко удивились. Ну, уже видно, что ты набрал. Ну, это очень странно, потому что визуально я на себе ничего не заметил. Действительно, если смотреть на фотографии невооруженным глазом, то разницу заметить, ну, невозможно. Смотря на мучения Руслана каждый день, то как он постоянно жалуется, что ему хочется обычной еды, там, арбузик или яблоко, других фруктов, ягод, в конце концов, и на его огороде. В общем, я решил для него подготовить небольшой сюрприз. Сегодня ты можешь есть вообще все, что угодно. В смысле, даже не фастфуд? Даже, ну, не фастфуд. Ты можешь есть все, что угодно. Хочешь фастфуд, хочешь не фастфуд, хочешь клубнику, хочешь не клубнику. И интересно, что ты будешь есть. Я хочу арбуз. Как же офигенно пахнет. Я не могу показывать счастье, но оно есть. Но Руслан явно счастлив, и те голуби едят арбуз уже. Какого черта? Ты такой счастливый. Да. Салатик. Но что самое главное, Руслан в течение ролика постоянно ныл, то, что у него дома огород, у него там растут ягоды, и они растут только летом, сейчас зима, и само собой, в этот день он сделал это, он ел их прямо с куста. Сейчас сходил в магазин и купил дыню. Кстати, сверху она похожа на бургер. Блин, ягоды супер вкусные. Сейчас мне здоровая еда кажется очень вкусной, но, скорее всего, если бы ко мне кто-то сейчас подошел и сказал, что не хочешь есть здоровую еду месяц, и мы посмотрим, что с тобой случится, то, скорее всего, я бы не согласился. Я съел всю дыню с ягодами, и мне не хватило, поэтому я заказал себе картошку, 3 котлеты, борщ, какие-то соусы и пирожок хлеб. Это все пахнет очень вкусно. Фастфуд так не пахнет. Мне почему-то кажется, что за сегодня я съел калорий гораздо больше, чем когда-либо употребляя фастфуд. Но на самом деле нет. Руслан съел около 2000 калорий. Руслан съел всю эту еду и даже немножечко больше. И получилось 2000 калорий. Но если бы мы взяли 2 бургера, то это получилось бы столько же калорий. Просто весь прикол заключается в том, что здоровая еда, она в объеме больше, поэтому ощущается, что Руслан съел больше калорий. Нет, столько же. Но самое главное, что Руслану понравилась вся эта еда больше, чем фастфуд. И вы не поверите, Руслан решил продолжить питаться на следующий день нормальной едой. Я сейчас нашел небольшую обходку правил и заказал вегетарианский бургер. Не знаю, насколько это вкусно, сейчас проверим. Зато теоретически это должно быть полезнее, чем обычные бургеры. Сейчас, если он выглядит странно, то мы удивимся вместе. Офигеть, ни разу не видел таких бургеров. На самом деле бургеры выглядят прикольно. Ну... Это совсем не мясо. На вкус очень странно. Но так как я очень голодный, скорее всего, я это съем. Но больше покупать никогда не буду. Самое заметное, что в нем очень много приправ и всяких соусов, которые перебивают вкус чего-то, но это не особо вкусно. И я не знаю, как я его съем, он просто невыносимо невкусный. Лучше уж оставшееся время я буду есть фастфуд, в котором 100% уверен, чем
по часу пытаться засунуть в себя веганский бутерброд. После веганского обычные бургеры просто идеальные. У меня закончился аппетит, я съел половину бургера. Что-то внутри меня говорит, что это нужно съесть, наверное, желудок, но в меня это просто не лезет. На самом деле это неудивительно, когда ты ешь 19 дней одно и то же, само собой аппетит исчезнет, но сегодня мы решили попробовать вернуть аппетит Руслану. Поэтому мы решили прийти в какое-то новое место, в котором мы еще никогда не были. В Макдональдсе, который уже не Макдональдс. Не, ну а что, все блогеры там ходят, пробуют что-то. Мы тоже хотим. Интересно же, что там вообще вкусно, нет? К тому же, возможно, Руслан оценит вкус всего этого и к нему вернется аппетит к бургерам. Поэтому, Руслан, пойдем. Мы хотим сравнить Макдональдс с тем, как он был раньше, но и мы, по сути, можем выбрать абсолютно любой бургер, потому что мы снимали полноценный видеоролик про то, как мы пробуем все бургеры Макдональдса. Почему-то только увидев на монтаже это, мне стало казаться, что это похоже все на рекламу, но это не так. Сейчас вам докажу. Странно было бы, наверное, на моменте рекламы, прям посередине, просить зрителей подписаться на канал. Подписывайтесь на мой канал! Нет, серьезно, ребят, вы не поверите, насколько много сил мы потратили на создание этого видеоролика. Мы реально очень старались. Чтобы вы понимали, я даже сделал то, от чего всю жизнь отказывался. Я надел петличку. Надел ее. Многие писали мне, чтобы я носил петличку, но мне они не нравятся. Поэтому сегодня, как никогда, потратив 2 месяца на создание этого видеоролика, мы заслуживаем вашей подписочки. И я искренне надеюсь, что мы сможем добить цифру до 14,5 миллионов подписчиков. Спасибо. А мы обратно в Макдональдс. Во вкусной точка. Юху! Что-то новенькое для Руслана. Он уже съел всех бургеров, наверное, штук по 10, а этого еще не ел ни разу. Но это неплохо. Это вкусно. Это так же, как и было. Мне нравится, что здесь очень много зелени, она сыпется просто. Предлагаю попробовать картошку фри. У тебя своя есть. Это вкусно. Ну, это примерно так же, как и было. Так как мы представители диванных экспертов, я считаю, что диванные эксперты одобряют. За этот месяц я ни разу не ел доширак, и мне очень интересно, понравится он мне или нет. Я сейчас попробовал водичку из доширака, и, наверное, это где-то 30% вкуса от самого доширака. Я не знаю, в чем дело, наверное... Если что, я имел в виду 30% от привычного вкуса доширака. Наверное, фастфуд как-то влияет на вкусовые рецепторы. Ну, доширак, он совсем невкусный. Это как будто... Я не знаю, как что. Я дико извиняюсь, я не хочу нудить, но понудю. Чаще всего у фастфуда есть яркие всякие соусы, добавки, к которым привыкают наши рецепторы, они становятся нормальными, и потом уже, когда ешь обычную еду, рецепторы притупились, и обычный вкус, он так ярко не чувствуется. Вот. Извините, я ухожу, я больше не буду возвращаться, все. Алло? Уже 21 день, и я заметил, что сонливость стала еще сильнее, и последние 2 дня я практически все спал. Ну а здесь, как бы, вместо обычного видео Руслан случайно включил слоумо. Поэтому я предлагаю поддержать Руслана и посмотреть это видео. Сегодня я заказал гавайскую пиццу, и мне кажется, она очень вкусная, потому что здесь есть фрукты.
Я просто обожаю есть лимоны, я могу есть их целиком. И смотрите, что я нашел в лимонаде. Это первый лимон за этот месяц. На съемках я нашел ягоду. Не знаю, можно ли ее есть или нет, но мне нельзя ее есть в любом случае. Я просто попробую. Вкусная. Бургеры становятся все более и более невкусными, но я продолжаю брать примерно одинаковое их количество, чтобы просто набрать массу. Отдай мне, раз тебе невкусно. Я уже сказал, я пытаюсь набрать вес. Не буду тебя снимать за это. Сегодня у меня выходной, и у меня была возможность поспать сколько я захочу, и я спал до часу дня. А сейчас я в фастфудной и ем бургеры. 28-й день, и я очень рад тому, что скоро все это закончится, и вроде как со мной ничего не случилось. Есть какие-то изменения, но они не такие опасные, наверное. А еще я рад тому, что я старался есть как можно больше, и, надеюсь, набрал хотя бы 2 килограмма за этот месяц. А еще у меня на обед вот такая большая, но не такая вкусная, как раньше, шаурма. В итоге этой шаурмы мне хватило на завтрак и на обед. Мне остается все меньше и меньше, но они длятся просто вечность, я не хочу. Больше всего мне не нравится то, что от фастфуда очень сильная сонливость в течение всего дня. Я даже начал раньше ложиться, но до этого я мог лечь поздно и в течение дня все равно чувствовать себя вполне нормально. Сейчас так не получается. Даже так не получается. А еще я заметил, что начал очень часто ездить на такси. Практически всегда. Даже в лесу, когда ребята работают, я ем. Ну а прямо сейчас вы видите последний прием пищи Руслана фастфудом. Честно, видно то, как ему неохота это делать, но его можно понять, он ел фастфуд 31 день. И знаете, сейчас у меня возник вопрос, сколько у него вообще было приемов пищи фастфудом? У Руслана было 69 приемов пищи за этот месяц. А какую, черт возьми, сумму потратил Руслан все это время, питаясь только фастфудом? Честно, я пока что не знаю, какая это цифра, я все это не считал. Я попросил посчитать заранее Руслана, и, собственно, вот на этой бумажке хранится вся информация о том, сколько он потратил мне. Я очень сильно волнуюсь, я не знаю, сколько Руслан потратил моих денег. Я тоже. Как думаешь, Вдруг я сколько? начну завидовать. Наверное, по идее, 1045-50. Я ставлю на 65. Мне кажется, 33. 36 тысяч? Чего? Кого? Как так? Я думал, что это будет гораздо больше, я тут такую интригу завел, но 36 тысяч. Я думал 1060, если честно. Я даже думал 100. Не могу сказать, что я этому не рад, я чертовски рад. Ну а прямо сейчас мы ответим на самый главный вопрос этого видеоролика. Вопрос, касаемый веса Руслана. По моим расчетам, если за прошлую половину месяца я набрал 1,5 килограмма, значит сейчас Еще 1,5 килограмма. еще 1,5 килограмма. Я думаю, на самом деле, что в общей сложности Руслан поправился примерно на килограмма 2,5. Не знаю почему, но я очень сильно волнуюсь, насколько изменились показатели Руслана. Неужели он проел все деньги просто так? Метаболический возраст 12 лет, ну, соответственно, что очень большой метаболизм. Это хорошо. Мускульная масса была 47,7, сейчас 47,5. Получается так, что Руслан с последнего раза набрал всего лишь 200 грамм, но у него стало гораздо меньше мышц, теперь он просто жирный. Их и так не было. В итоге за этот месяц Руслан общей массой набрал 1,5 килограмма. Килограмм из них исключительно жира.
Эксперимент мы начали тогда, когда Руслану было 19 лет, а закончили когда 20. Получается, Руслан за этот эксперимент успел постареть. Аккуратней с фастфудом. А чем он все это время вообще питался? Мы решили немножечко подсчитать и получились следующие результаты. 42 бургера, 11 картошек фри, 17 литров сладких газировок, 3 молочных коктейля, 9 мороженых, 13 сладких пирожков, 9 пончиков, 20 кусочков пиццы, 5 шаверм, 3 хот-дога, 4 шоколадки, 3 доширака, 2 пачки жареных вареников и куча всего вот такого вот мелкого, чего считать мы не стали. Ну и для особо душных, кому точно так же интересно узнать, как этот эксперимент отразился на здоровье Руслана, вот, мы подготовили анализы крови. Глюкоза увеличилась на, существенно. А нет, уменьшилась. Короче, я хоть и в халате, но я не врач. Я плохо разбираюсь в анализах, поэтому давайте я просто сфотографирую, и кому надо, тот посмотрит. Ну а насколько Руслан изменился визуально? Я предлагаю это посмотреть при помощи таймлапса, который мы сделали из фотографий, которые Руслан фотографировал каждый день. Посмотрев таймлапс из всех этих фотографий, очень тяжело увидеть какой-то результат, какие-то изменения, их нет. Но мы также делали замеры. Руслан, пойдем. Не пугайтесь, он без одежды. Талия была 69 сантиметров. 66 сантиметров. Я не знаю, как он мерил до этого. Грудь была 82 сантиметра, сейчас она 83. Ягодицы у тебя были тоже 82. Талия практически 84 сантиметра. Бицепс чуть больше 27. Ну что, ребят, эксперимент официально закончен. Руслан, ты рад? Я рад, что закончился эксперимент, потому что теперь я могу есть абсолютно всю еду. Я как бы буду есть фастфуд, но, вернее, я буду есть нормальную еду и вот только иногда есть фастфуд. До начала эксперимента я не думал, что питаться фастфудом это так проблемно. Если бы мне когда-нибудь предложили какой-нибудь подобный эксперимент, есть, допустим, месяц картошку, ягоды, я бы никогда не согласился, потому что это невыносимо. Ну, ребят, вот такой вот получился у нас эксперимент. Я надеюсь, вам понравилось. А если вы хотите, чтобы мы еще делали что-то месяц, 500 тысяч лайков, и мы это сделаем. Руслан, ты же согласишься? Нет, нет.